Всем привет! Вы на канале Pigeon Polly, и сегодня мы будем рисовать открытку для подписчицы из Германии на новогоднюю тематику. Арт подбирался под ее никнейм, в котором есть пингвин, вишня и пиво, но не употребляйте алкоголь, это вредит вашему здоровью. Также на свитере есть логотип Twitter приложения, и самого пингвина украшает шапочка Деда Мороза и огоньки. В рисунке я использовала акварель от Рембрандт, на которую вроде как уже должен был выйти обзор. И вот такой вот интересный свитер. Я решила сделать его зеленым в лучших традициях новогодних свитеров. Не знаю, из какой ткани он мог бы быть, но я использовала акварель Sub Green оттенок и немножко местами подмешивала желтизны, совсем чуть-чуть, еле-еле видно. Теперь мы рисуем бутылочки. И я долго думала, какого цвета их сделать, но потом решила остановиться на таком коричневатом, коричневое стекло, сразу все понятно. И этикетка, конечно же. Да. По поводу шапочки я долго думала, помпон закрашивать или не закрашивать, потому что, по идее-то, он должен быть белым, но как бы все равно передать объем его хочется как-то. Вот, и поэтому тоже это стало таким вопросиком. Ну и, конечно же, логотип Twitter в его классических цветах, который тоже пришлось намешать самостоятельно. Я учусь и приучиваю себя мешать самой оттенки. Собственно, не зря я покупала монопигментные цвета, чтобы научиться, и получались цвета, оттенки более чистые. И теперь мы дорисовываем пингвинчика, носик ему, клювик. Все-таки я решила добавить немножко цвета, немножко оттенка в белые места, которые должны быть белыми. Теперь, конечно же, огонечки. А тут я мучительно выбираю, какого цвета сделать фон, чтобы он не потерялся и чтобы не потерялся сам пингвин на этом фоне. И в итоге я остановилась на синем ультрамарине от Дэниел Смит. Мне показалось, что он довольно мягкий, хорошо подходит. Кстати, лайфхак, чтобы скотч отклеивался хорошо и не рвал бумагу, натягивайте его. Тогда, в принципе, по такой же схеме можно использовать даже обычный скотч, не бумажный. Попробуйте просто на каких-нибудь старых бумажках, потренируйтесь, у вас получится. И теперь я делаю лайн с помощью микрон 0,5 размера. Я взяла его, чтобы сделать обводку. Вообще обычно я это делаю ручкой лами, но если ей долго не рисовать, она засыхает, ее приходится постоянно тогда перезаполнять. Ну, не постоянно, а редко. Ее приходится тогда заполнять. Вот. Но, возможно, в ближайшее время будет больше скетчей ручкой, и тогда мы ее заполним и пустим в дело. Вот. А пока что микроны. Я проверяла, кстати, они не размываются водой эти, во всяком случае. Что тоже важно знать, если вы сначала делаете лайн, а потом уже красите акварелью. Это у нас Jelly Roll Sakura, белая ручка, для того, чтобы выделить блики, которые я не догадалась оставить, когда рисовала на мелких деталях. И вот такой вот арт у нас получается. Мне понравилось. И вообще была интересная идея сделать по никнейму открытку, и все-таки это же открытка, так давайте же ее оформим как открытку. Клеим марочки для Германии, и теперь, конечно же, побольше наклеек с кофе. И, кстати, там в кофе, по-моему, тоже пингвинчик. Это у нас штампы и аквамаркеры Эколайн. Елочка неудачные получились, и я решила заклеить их ежами. Потому что ежи все делают лучше, на мой взгляд. Поэтому вот так. Тут неаккуратно обрезаем, как получилось в этот раз, и сургучная печать. У меня все, руки не доходят заказать новые цвета, поэтому она будет красненькая. Ну, тоже такой классика. Тут еще немножко капелек, каких-то хаотичных. И вот такая вот печать получается. Давайте добавим мемных котиков. Сюда одного и подпишем. Это, кстати, очень крутая коричневая ручка, которая у меня закончилась, и я очень грущу по этому поводу. И она была крутая. Не знаю, мне очень понравилось писать коричневой ручкой. Подписываю открытку.
естественно, пожелания новогодние. Это было у нас 21 декабря, плюс 2 градуса на улице, ни то, ни сё. Ну и вам всем желаю хорошего настроения и до встречи в новом видео.